Друзья, всем привет! Сегодня сделаю такой моделирующий массаж. Обычно я делаю на ягодицах. Здесь мы сделаем на зоне талии, где бочка, может быть, спину чуть-чуть захватим. Сейчас я развяжу купальник. Так, положу. Угу. Так. Обычно, когда я делаю процедуру моделирующего массажа, еще называют корректирующий массаж, разные этапы этого массажа требуют разного количества масла для отработки тех или иных движений. То есть невозможно сказать, что моделирующий массаж антицеллюлитный, он делается с небольшим количеством масла. Да? Какие-то движения, вот, например, которые сейчас я делаю, не больно? Я буду стараться не больно делать, но суть покажу. Которые сейчас я делаю, формирование валика, как раз эти движения требуют небольшого количества масла. Но есть движения, как вы могли уже видеть в прошлых видео, когда я работаю костяшками, они достаточно глубокие, эти движения, и делаются с большим количеством массажа. Такому массажу, корректирующему, моделирующему, грубо говоря, антицеллюлитному, вы можете научиться по моим онлайн-урокам. Есть у меня урок определенный по коррекции тела, и туда входят 5 методик массажа, в том числе и медовый массаж, ручной и массаж скребком гуаша, то есть вакуумный массаж туда входит, и какой-то еще, по-моему, бамбуковыми палками. Но я так больше люблю всегда ручной массаж. Иногда использую тоже банку и в каких-то случаях, грубо говоря, запущенных, скребок гуаша, когда мне не хватает сил, энергии. Такое редко бывает, но действительно он помогает очень. Разгружает мастера, экономит силы. И вот такие вот движения, они, сейчас я делаю их достаточно поверхностными. И особого какого-то моделирующего эффекта они не будут нести, но прежде чем делать что-то глубокое, какие-то глубокие движения, нужно немножечко тело разогреть. И не какими-то специальными движениями я это делаю, а просто теми же самыми движениями, просто более поверхностными, с применением меньшей силы. А потом уже начинаю делать более глубокие движения. Вот формирование валика, например, из подкожно-жировой клетчатки. Здесь его можно делать в различных направлениях. Вот как он у вас формируется, так вы его и делаете. Не нужно делать в каких-то определенных направлениях по уходу лимфы, потому что это движение разогревающего характера. И здесь нету тенденции придерживаться тока лимфы. Вот уже появилась гиперемия. Я чувствую, что так шевелишься, Надя. Не щекотно просто. Щекотно, да? Насколько больно. Насколько больно. Вот тоже ощущение, то, что такое, как-то, что щекотно, да, то, что щекотно, может служить как-то показателем, то, что так воспринимаются болезненные ощущения, и можно делать тогда менее глубоко, менее сильно и не так быстро. Вот эти важные факторы, которые могут на ощущения клиента не так быстро и не так сильно. И также после того, как мы сделали, например, сейчас такие движения, без масла можно нанести побольше масла и выполнить, например, движения уже такие, которые я часто делаю в процедуре лечебного массажа спины, которому вы также можете научиться по моим
онлайн-урокам. Ну, вот сейчас вот такой тоже разогревающий носит характер это движение костяшками. И, естественно, его делать легче, когда достаточно большое количество масла. Ну, здесь, да, вот на боках не такое большое количество подкожно-жировой клетчатки, поэтому это движение я бы применяла в меньшей степени здесь. И, может быть, взяла даже банку, которой у меня сейчас нету с собой, вакуумную, и сделала больше упор вот на такой вакуумный массаж, чередование с ручным массажем. И я что-то перешла прям к массажу спины. Почувствовала, что здесь мышца напряжена, причем больше справа, чем слева. Так. И руки сами потянулись сделать уже массаж другого характера. Ну, тоже я так часто делаю, корректирующим массажем, моделирующим, немножко, чтобы переключить клиента от боли, ну, от каких-то болезненных, неприятных ощущений, расслабить мышцы, потому что это тоже будет плюс. Расслабленные мышцы уменьшают спазм, естественно, мышечный, и в том числе и сосудистый спазм, лимфатических сосудов и кровеносных, поэтому это всегда плюс. Ну что, будем заканчивать? Сколько у нас там время? Некоторые такие моменты я показала, ну и приглашаю вас на свое онлайн-обучение. Всем пока, ставьте лайки, до новых встреч!